Ну что, друзья, третий день спорта. Та-да-да-дам. Алексей купил новые маски. Мы думали, что они такие же, как в России, с такими этими резиночками, да, а они с такими тканевыми какими-то. Ну, короче, ладно. Будем теперь турецкие маски носить. А я хотела на Wildberries заказать маски, чтобы привезти их сюда. Ну, нет, цена такая же, качество такое же. Какой смысл везти? Теперь у нас такие вот белые маски. Я за другом. Вон, нет, он дома сидит еще. У них тут фотография. А, я показывала уже вам. У соседей. Добро пожаловать. Цветочки. No walk? Yes walk? Yes, what? You don't ready? No ready, I'm coming. 5 minutes. Все как обычно, вообще ничего не меняется в этой жизни, да? What do you say? No. No Russian, please. Ага. No Russian. Turkish. Пять минут ждать друга, 5 минут ждать мужа. В общем, ничего не меняется. Я всегда их жду. Я самая пунктуальная, всегда жду их. Вот так. Всем доброе утро. Доброе утро. Михаил с папой делают уроки. У нас солнышко разыгралось, а с утра было пасмурно, ветрище дул такой сильный. А сейчас хорошо стало, сейчас через часок уже на море можно будет. Нет, после мукбанга. Смотри, пап. Сначала это семя. Так, а я здесь готовлю вовсю половешник из индейки у нас сегодня. Да с булгуром. Не просто с рисом, а с булгуром. Обжариваю морковку с индейкой. Здесь поставила капусту кваситься, чимчи будет. И булгур уже помыла тоже. Скоро закину. Скоро будет плов у нас на мукбанге. Дети уже позавтракали, каждый занимается своим уроком. Такие у нас сегодня дела. Я сейчас уже сказал, так себе погодка. Ветерок, на мой взгляд, сильноват. Купаться можно. Мы полотенце с собой взяли. Велосипеды дети взяли покататься. Но, наверное, пойдем чисто покататься. Потому что вот сейчас в майку продувает прям очень сильно. Искупаешься, выйдешь и будешь мерзнуть. Это неприятно, честно говоря. На солнышке будет тепло, но сегодня холодный ветер такой не очень приятный. Стройка продолжается. Здесь мужики уже городят следующие части нулевого этажа дома. Фундаменты они основательно подготовили. Все. И этот тоже они закончили бассейн подготавливать. У них осталось вот эти палки, они сейчас, видно, их будут собирать и куда-то вывозить или уже перекидывать вот на этот, на основной объект. Поэтому мы сейчас идем вот этот велосипед соседа Ирая подкачать. Он что-то колесо поспустило. Даже, по-моему, на мой взгляд, оба колеса поспустило, и переднее, и заднее. А потом пойдем на набережную. Вот. Дети покатаются на великах, да, по домам. Потому что купаться можно, но, я повторюсь, не очень комфортно будет. А колючки я вот прикинул, Миша, скорее всего, вот здесь наловился. Он здесь катается иногда. И здесь я много раз, вот где-то здесь какое-то растение растет, которое, иголки какие-то у него, мне постоянно в тапки втыкаются. Туда. Постоянно в тапки втыкаются, из-за этого потом мераба. Чинить колесо на велосипеде соседа, но он уже стоит вот с таким спущенным колесом уже дня, наверное, 3 он стоял. Вчера точно стоял. И позавчера мы поставили на него, да. И он не спускает дальше. Он вот в одной паре остался, как спустил сразу. И я пришел сейчас на монтаж. И,
типа спрашивают через переводчик, чинить надо? Он говорит, да нет, подкачаем пока что и посмотрим. Если что, то приходи. Так что он нам подкачал бесплатно оба колеса на велосипеде Ирая, соседа нашего. И вон они поехали по обочине, сказал я им ехать. На набережную они поехали. На набережную, а я сейчас туда подойду, покатаемся. Ну, море, не знаю, посмотрим, может и окунемся, ну, быстренько тогда. У нас с собой все есть, мы сейчас одеты все в купальные наряды, так сказать. В плавки, в купальные шорты. С собой взяли полотенце. Пойдем сейчас посмотрим, что у нас там с морем. Сегодня у нас 10 ноября. Вот. Вчера было классно, вчера купались, вчера отличная погода была, шикарная погода. Ой. Так что посмотрим, как сегодня. Вот сейчас иду, нет ветра совсем, вот нисколько. Прям классно, такая, знаете, теплынь такая, благодать. Прям хоть загорай. А чуть ветерок дунет, ветерок такой прохладный получается. И поэтому такое у нас опасение сегодня и возникло в связи с купанием. А так все остальное замечательная погода. Просто для погулять отличная погода. Я гляжу, здесь многие одевают жилетки такие, без рукавки, и замечательно себя чувствуют. Сюда вот многие, я обращаю внимание, ходят какие-то суетятся. Какие-то ягоды, фрукты рвут. А здесь какая-то такая муть непролазная. Я в тапках не пойду, в шлепках. Надо будет кеды одеть, пойти посмотреть. Визуально там какие-то деревья стоят с этими, с фруктами. Вон они, левее пальмы. Какие-то висят, лимоны это или мандарины. Не сколько мандаринов хочется, потому что они на рынке стоят недорого. За 100 рублей я последний раз купил 4 килограмма или 5 килограмм мандаринов. Вот. Просто интересно. А вот это заросли, вот эти болотные какой-то травы, огроменные. Сколько метров здесь, я не знаю, метров 6-7, наверное. Прикольно. Дети вон уже выехали на набережную, я вижу. Миша выехал, а Олег он остановился, чуть-чуть не доезжая. Стоит он справа у обочины. Вот мы вышли в самом начале нашей набережной. Здесь вот даже только кусты. Дети погнали на великах кататься. Сегодня замок соседа пристегнули так, чтобы он упасть не смог никак. Я его пристегнул к корзинке. Надеюсь, что все получится. Купающихся никого не видно сегодня. Не знаю, идти ли тоже купаться. Иду по травке вот по этой. Она такая подсыхает уже немного, и поэтому она колючая. Она вот недавно была просто мягкая такая, как ковер. А сейчас стала колючая. Море, видите, не сильно волнуется. В принципе, в море прям замечательно. Волна. Иди не хочу, как говорится. Вот. Но ветер. Ветер. Ты могуч, ты гоняешь стаю туч. Ногам классно, тепло на песке стоять. И загорающие есть, вон на соседнем пляже, МТС так называемый, где лодки стоят за ним. Народ загорает. Здесь вот просто мужчина возле камней сидит, машина вон там в тени спрятала. Но тут нет никого, но там лодка какая-то стоит, вот на соседнем пляже ботанического сада. Ой. Как говорится, и хочется, и колется. Понимаю, что уже последние деньки такой жаркой погоды. Когда-то же должна быть зима в любом случае. Даже в Турции, даже в том месте, где нам очень нравится.
этой воде подошел прям намного сильнее, ветер шумит прям. Ай. Нет, ногам так же, как вчера, ни больше, ни меньше, ни холоднее, ни теплее. Вода не холодная сегодня, вода такая же, как вчера. Я сейчас зашел, намочил ноги. В принципе, ну, не могу сказать, что я прям сильно сейчас замерзаю. Нормальная погода. Ну, ветрено. На этом пляже что-то никого сегодня нету. Обычно здесь хоть, ну, много народу, не хоть кто-то, а бывает народ. Вон термометр висит сзади, 24 градуса показывает. Примерно такая же температура воды, где-то 24-25 градусов. За счет ветра как-то немножко дискомфортно. Мусор какой-то навыбрасывало на берег. Наши камушки, где мы рапанов ловим. Сегодня немножко мутно. Какая-то ракушка. Классная ракушка. Но фрагмент всего лишь. Оставим. Пускай кто-нибудь еще найдет ее. Вот эти камни наши любимые, где мы рапанов ловим. Ой. Дети вон они катаются. Примчались очередной раз. Красота, сила природы, чувствуете? И знаете как, вот если брать только воду, только природа, только сила, какие-то пляжи, да, а когда вот поворачиваешь чуть-чуть голову, здесь стоят современные комплексы, достаточно свежие, вон там вдалеке, прям они недавно построены однозначно. Здесь они постарше, а вот вдалеке, которые стоят, их строили не так давно. И сразу по-другому все это выглядит. Комфорт и природа, все в одном месте. За это люди платят деньги во многих местах. Кыш, 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 уходи, мохнатая морда, не сиди на лавке рядом со мной. Иди на пол, иди. Иди на пол, кому говорят. На асфальте твое место, иди гуляй. Гуляй. Гуляй, иди сюда, гуляй. Пришел мохнатый и втирается. Иди на пол, иди, спускайся. Ты же воспитанный кот, иди. Иди, гуляй на полу. Вот, молодец. Только сел на лавочку, прискакал сразу мохнатый обитатель. Где он? Видно вам? Нет его? Вчера мохнатые обитатели, которые лают, нас не просто оббрехали, а еще дядя и Рая попытались укусить. Ну иди, что ты вот такой бестолковый? Иди на пол, котярик. Апля, иди. Непонятно, да? Как так? Зачем меня прогоняют такого хорошенького? Мы же не знаем, что ты здоровый, больной, откуда ты пришел. Не надо мои тапки кушать, не надо. Иди, гуляй, иди, топай.
Иди, топай, 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 топай. Все, сказал привет, все, давай тиши меня, да? Уходи, мохнатая мордочка. Уходи, мохнатая мордочка. Все, гуляй. Гуляй, гуляй. Ой, какой молодец. Ой, как он умеет. Как он умеет подлизываться. Ай, ты подлиза. Ой, ты подлиза. Ой, ты какой подлиза. Ой. Ты подлиза мохнатый. Иди гуляй, подлиза. Иди гуляй, гуляй, гуляй. Гуляй, подлиза. Подлиза, гуляй. Ать. Просто лавочка уже не устраивает, надо садиться на коленки. Иди, кот, гуляй. Иди, иди, иди. Иди, я тебя на коленки не возьму. Иди. Все, я ухожу от тебя. Иди нафиг. Все, ты добился своего, царь горы. О, дядя Рай пытается опустить сиденье на нашем велосипеде, что в принципе невозможно. Мы уже пытались. Миша мне дал велосипед свой прокатнуться. Немножко поснимаю по набережной. Никого нет сейчас на набережной. Вечером много народу выходит, хотя вот мужики играют в свои доминошки каждый день, целый день. Поздно вечером мы гуляли вчера, 10 часов, начало 11 мы вышли. Проходили в нескольких местах, садятся в таких в закрытых помещениях, не на свежем воздухе, хотя и на свежем воздухе тоже там был, уже ближе к концу такое место. Садятся и рубятся в эти доминошки свои до опупения. Играют, 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 играют. Так, ладно. Я уже к первому мосту, он подъезжаю, там он за флагом. Первый мост через реку. Он совсем близко находится. Я думаю, может пойти в Мигрос быстренько смотаться. Сейчас Олега хорошо бы встретить и сказать ему, что я поехал в Мигрос. Дяденька на балконе сидит в обнимку с котом. И кот у него прям на груди сидит. И мордочкой ему лицо обтирает. О, рыбачки днем тоже сидят на пирсе. Летом они не сидели. Летом обычно мало здесь народу было на пирсе днем. Только вечером набегали прям толпа. А сейчас прям, смотрите, днем с удочками там что-то машут, размахивают. В кафешках сейчас тишина. Если придешь, будешь один. Мы обычно ходим мимо Мераба, здороваемся и проходим мимо. Пустенько у них сейчас. Что вот в этом кафе, что в предыдущем. Вот собачий сын умаился. Видите? Прилег отдохнуть. Мужички опять играют в доминошки. Вот и первый мост. Кто здесь жил, живет, где знает, где мы находимся. Вот сосед идет навстречу. Желтый майки. По акции мы что-то мало купили. По 17, что ли, с чем-то. По 16,90 была мука. А сейчас такая же мука стоит 25,50. Подорожала сразу заметно. Так, я за бытовой химией. Это в другую сторону. Чашечки для мороженого. Стоят они 4,50 с картой 3,50. Прикольные вообще. Мне очень нравится. Классные. По собачьи, как всегда делаю. Прикольно. А вот Олины чашечки, которые она использует для специй на кулинарном канале. Один у нее раскололся, видимо, в посудомойке. Один точно куплю, сейчас спрошу остальное. Может быть, ей побольше надо. Зашли в Бимку. Папа, кокосы. Кокосы. Давайте купим. Кокосы. Хиндистан Джевизи. Почему-то вот переводят его как Хиндистан кокос, да? Раз пытался узнать, как называется
Мускатный орех. Мне переводчик то же самое пишет. Картошка 2,45 на рынке. Картошка, Еще поищи-то за какие деньги. Цена хорошая. Лук подвушки на рынке тоже не везде продается. Пойдем, Михаил, я сюда зашел за бытовой химией. Это мы все проходим, идем за бытовой химией. Где-то там она ближе к концу. Приглядел, вот хорошая идея. Баночка с пуговичками. Набор для шитья еще есть. Просто зашли в этот магазин. Вот баночка с пуговичками. Есть разные, чуть разный набор. Ну, можно 2 купить и точно найдешь комплект. Хотя бы пару пуговиц. Написано 56 пуговичек. Декоративных пуговиц. И вот еще набор такой есть, нитки. Вот, 9 Сколько лир здесь? стоит. 9 Вот лир это, стоит. вот это 9 лир стоит. Сколько здесь ниток, посчитай, Миша. 10 штук получается. 10 разных цветов. А есть вот такие наборы еще, видите, вот продаются. Такой вот набор. Здесь лежат нитки, О, давай купим. иголки. А, шучу. Вот это не знаю, что это такое. А вот это Игольница. набор для шитья. Нитки, ножнички, еще нитки и булавочки. А вот это набор для шитья. И набор для шитья, Миша говорит. Но здесь не шитья, а скорее вязание, потому что здесь вот лежат нитки такие для вязания, и вот эти лежат. Да, мы из-за таких вот ниток делали это. А это как будто открытое, как будто это только половина набора, как будто здесь сверху еще можно положить. Вот в такой баночке красивой. Я знаю, многие стараются печеньки купить, чтобы потом баночки использовать. Гляньте, какая баночка шикарная. О, это что такое? Это девчачьи какие-то наборы. Ладно, пойдем. Пойдем. Давай, открой банку обратно, вдруг кому-то это нужно. Кто-то увидит и купит. Пойдем. Часы, вот. Ага. Берем это? А, детские? Не надо. Что нам делать? Ну, ладно. А вот набор специй. Вот тяжелые. Тяжелые. 40 лир стоит. Они какие-то там керамические крышки. Очень тяжелые. Халаты. Не знаю. Давно не знаю, что это такое бибетто. Это фирма. Бебетто. Меметто, Бебетто. О, смотри. Шоколаду какие интересные. Смотри, пап. Да. Especially for me. А, это горка в бассейн. У тебя нет бассейна. Только горка одна будет стоять посреди Вот квартиры. бассейн, вот шарики. Вот он, шарик. Достаточно. А бассейн у тебя целое море. Наритас. Пойдем на фигос. Амигос. Органик. Томатос сочесы. Вот я еще смотрел все. Вот сицилийские томаты. Луизианские острые. Органические вареньки. По 16,90. Простые, в 2 раза дешевле. Такой же объем. А вообще мы сюда приперлись за бытовой химией. Вот микрофон. Глянь, какой стоит микрофон. Нам, может, такой нужен? Я видел этот. У майнкрафтеров такие микрофоны Да, есть. с ума Они вот так вот сидят и вот это говорят. Ну, типа всякие ветер и так далее он сбивает. А вот эти часы а-ля Монтана, вон они, вот видите, вот часы. О, смотри, специально для меня. Только не Монтана, а Кассио Купили. написано там на них. Смотри, пап, часы. 179 лир стоят вот эти. Давно продаются. По-моему, дороговато из-за этого. А Миша вот такие часы хочет себе. Не хочу. Чтобы там собачка гавкала, кошечка мяукала и так далее. Да? Пойдем, мы шли за бытовой химией. Химия тут. Нам надо найти что-то, чем можно мыть полы. Кто бы нам сказал еще, как это называется? В России это мистер Пропер. А как он здесь называется, я пока не определил. Например, в Мигросе я не нашел что-то похожее. Мистер Би это прочищает канализационные трубы. Вот. Это написано джам. Джам это стекло. Вот какая-то надпись. Вот, наверное, вот она. Вот. Смотри, на полы нарисованы и полы мыть. Да? А вот теперь давай, Миша, ответим с тобой на вопрос. Вот это лаванда. Вот это чичек, это роза. Это роза. А вот это... А бог его знает.
Это мыло. Белое мыло как будто, да. Давай понюхаем, что за белое мыло. Она здесь одна, остальных много. Ну как? Ну как-то это на меня полил. Давай, нет, давай лучше вот эту розу. Не розу, то есть, а лаванду. Лаванду давай нюхать. Я люблю розу. Ты пробку нюхай. Держи банку, а пробку нюхай. Ну, так себе, я бы сказал. Давай лаванду. Открывай лаванду. Сколько она стоит, еще цены нигде. А, вот 6,90 по акции еще. Че? Странно как-то. Ну, это вкуснее, мне кажется. Берем. Давай. Закрывай. Все, нашли? Всё, Пошли на кассу. Пойдем. Пойдем.